Приветствую, учитель. Вы смогли стать святым Доушен. Все благодаря тебе, Сяо Янь, мой ученик. А что Яо Лао станет святым, вот это да. Сейчас он на уровне мнимого святого Баншен продвинутого этапа. Это уже очень неплохо, учитывая обстановку сил на центральных равнинах. Как мы говорили ранее в видеороликах, полусвятой — это такой переходный уровень развития, который почти всегда гарантирует прорыв в класс святого. Говорится даже, что сложнее с почтенного воина 9 звезд стать мнимым святым, нежели с этого уровня стать истинным святым. Поэтому совершенно неудивительно, что Яо Лао сможет стать Доушен. Кроме того, учитывая его талант и способности, прорыв лишь вопрос времени. Поэтому в этом видео мы рассмотрим, когда вообще Яо Лао сможет достичь легендарного класса святого, а также каким образом, что ему в этом помогло. И хочу поблагодарить всех спонсоров канала на YouTube и на Boosty. Этот ролик выходит эксклюзивно для вас в первую очередь. Итак, как мы помним, Яо Лао благодаря помощи Сяо Яня обрел новое физическое тело, а вместе с ним силу мнимого святого. На тот момент это был грандиозный скачок силы. С тех пор прошло немало времени, и учитель сумел добраться до вершины мнимого святого. Как мы знаем, на уровне Баньшен полусвятой нет звезд, а лишь этапы – начальный, средний и высокий. Так вот, Яо Лао уже был на вершине мнимого святого, и лишь один шаг отделял его от настоящей силы святого. И в этом ему снова помог Сяо Янь. Как же без этого? Помните, Сяо Янь в племени 9 глубинных питонов получил сущность крови святого, или эссенцию крови эксперта в шаге от Доуди. Он разделил ее на несколько частей, отдав часть королеве Медузе, Цинлинь, Сяо Исянь и главе питонов Яо Мину. Но также он приберег частичку сущности святого желтых источников для Яо Лао. Подумать только, Сяо Янь никогда не забывал о своем дорогом учителе. Почему эта сущность крови так важна? Она дает скопление огромного количества энергии, как раз то, что нужно, чтобы совершить прорыв. Не зря Сяо Янь поделился эссенцией с королевой Медузой и другими девушками, ведь они на пике почтенного воина, и им тоже нужен прорыв. Когда же Яо Лао станет истинным святым? Это произойдет уже довольно скоро, а именно после событий Острова Драконов Пустоты и спасения Цзиянь. Вернувшись в павильон Падающей Звезды, Сяо Янь начал охоту на филиалы Зала Душ, но сперва решил позаботиться о Яо Лао. Если его учитель тоже станет святым, противостоять Залу Душ будет куда проще. Вообще, появление святого – это значимое событие в любом клане или фракции. Так вот, вернувшись в павильон и решив многие проблемы, Сяо Янь остался с Яо Лао наедине. Он сжал свою ладонь, появилась нефритовая бутылка с каплей золотой жидкости, чрезвычайно ужасающая волна энергии вырвалась от нее. Что это? Выражение Яо Лао слегка напряглось, когда он увидел каплю крови. Он ощущал очень страшную силу внутри этой капли. Сяо Янь улыбнулся, посмотрел на Яо Лао и сказал: «Эссенция крови, оставленная экспертом, который вступил в область полушага от могущества Бога. Если учитель поглотит ее, то, возможно, вы сумеете прорваться на уровень святого первой звезды». Яо Лао осторожно взял бутылку, затем долгое время смотрел на нее. Он немного сомневался и даже хотел отказаться. Данная вещь очень ценна и больше пользы принесет Сяо Яню. Но тот заверил учителя: «Я уже поглотил ее, и не особо много пользы получу, если воспользуюсь снова этой каплей. Учитель должен потренироваться в течение нескольких дней. Мы отправимся в зал смертных, когда вы закончите тренироваться». Он развернулся и ушел к Сяо Сяо и Цзиянь, не давая возможности Яо Лао как-то оспорить его решение. Яо Лао смотрел в спину молодому парню и мог только усмехнуться. Он сжал бутылку в своей руке, испытывая тепло в своем сердце. Он начал непродолжительное затворничество, войдя в состояние тренировки.
В течение этих нескольких дней Сяо Янь оставался в павильоне падающей звезды. Так как ему нечего было делать, он начал обучать Сяо Сяо некоторым техникам доу ци. Шокирующий талант его дочери полностью выбил его из колеи. Наверняка ее можно было посчитать истинным гением. Его так называемый титул гения города Вутан не шел ни в какое сравнение с талантом Сяо Сяо. Сяо Янь наслаждался отцовством на протяжении полных 5 дней. Данное чувство давало ему понять, что он вырос по-настоящему. Он больше не являлся юношей с горячей головой, а представлял из себя могущественную личность. На 6-й день Яо Лао наконец вышел из своего уединения и предстал перед Сяо Янем. Доминирующая аура его наставника заставила его понять, что он сумел прорваться в класс святого. Сяо Янь не был особо удивлен прорывом. Яо Лао владел отличным фундаментом развития. Учитывая его собранную энергию, а также эссенцию крови святого Хуан Цюаня, естественно, он без труда сумел совершить прорыв. Нетрудно догадаться, какой была реакция почтенного Фэна и старейшин павильона. Если ранее Яо Лао на уровне мнимого святого был очень уважаем, то теперь он стал важной личностью не только в пределах центральных равнин. После прорыва Яо Лао группа с Сяо Янем во главе покинула павильон на следующий же день. Они отправились уничтожать зал смертных. Об этом также есть видео на канале. Итого, прорыв Яо Лао очень коротко и сжато описывается в оригинале, без лишних подробностей. Не было таких эпичных энергетических бурь, как, например, прорыв Сяо Яня. Всего за 6 дней учитель с пика мнимого святого стал святым одной звезды. Ключевую роль и немалую помощь оказала сущность крови святого из племени глубинных питонов. Представьте, что они вдвоем с Сяо Янем могут наворотить. 2 святых. По сути, им уже ничего не страшно. Яо Лао – святой 1-й звезды. Ну а Сяо Янь на тот момент уже достиг 2-й звезды. Кстати, новую силу Яо Лао продемонстрировал почти сразу же. При нападении на зал смертных Сяо Янь сражался с первым Тяньцзуном на уровне святого 2 звезд, а противником Яо Лао был хорошо нам знакомый Гу Ю. В прошлом Яо Лао немало пострадал от общей атаки Гу Ю и Тяньмина. Что же будет в этот раз? Старый призрак Гу Ю, ты так любишь поговорить. Позволь мне развлечь тебя. Только святой Гу Ю что-то предпринял, как пространство перед ним исказилось и появился Яо Лао. Он улыбался, однако в его глазах пылали злые намерения. Яо Чень. Выражение Гу Ю испортилось, когда перед ним появился Яо Лао. Он уже было хотел холодно высказать презрение тому, но вдруг ощутил давление со стороны его тела. «Ты сумел прорваться на уровень святого?» Яо Лао слегка улыбнулся, глядя на уродливое выражение лица Гу Ю. Он ответил: «Просто повезло. Ты совершил подлую атаку на меня в прошлый раз. Теперь я верну тебе должок». Но Гу Ю вел себя крайне высокомерно. «Думаешь, я боюсь тебя из-за того, что ты прорвался на уровень святого? Мне лишь одного шага не хватает до того же уровня. Здесь территория зала душ, а значит, на моей стороне преимущество поля боя». Гу Ю сдавил обе ладони, а чудовищная черная ци вырвалась из его тела, а черные цепи затряслись. Волны черной доу ци начали проникать в его тело. «Яо Чень, зал душ сумел захватить тебя в прошлый раз, а теперь я захвачу тебя снова». Хлынули черные силы. Гу Ю стал похож на демона, воспарив в темном пространстве. Яо Лао просто усмехнулся перед лицом такой атаки, но отступать он не стал. Доу Ци изверглась из его тела и преобразилась в молнии, что столкнулась с атакой Гу Ю. Сяо Янь посмотрел в сторону сражения Яо Лао и Гу Ю. Святой Гу Ю уже впал в невыгодное положение, и даже его аура ощущалась слабой. Хотя он и пытался подтвердить свои слова, что не боится силы Яо Лао, но он был лишь мнимым святым высшего уровня. Он не мог выстоять против Яо Лао, обладающего могуществом святого. Лишь вопрос времени, когда он покончит со своим врагом. Итак, Яо Лао уже очень скоро станет святым 1-й звезды. Это будет невероятно круто. Сяо Янь святой, но и его учитель тоже. Это двойная мощь. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о такой силе Яо Лао и его прорыве в класс святого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.